Всем привет! В данном видео покажу и расскажу, как узнать и как проверить, с какой стороны на каком колесе у нас неисправный, то есть загудел подшипник. Способов проверки подшипника очень много, но я покажу самые простые, самые доступные. Ну что, погнали! Один из способов проверки подшипника – это когда мы едем на автомобиле, дорога свободная, нету встречных автомобилей, мы можем, поворачивая рулем то влево, то вправо, создавая нагрузку на одну сторону подшипника, то на другую сторону подшипника, и таким способом узнать, какой подшипник гудит. Если мы будем поворачивать при езде направо, то будет большая нагрузка идти на левый подшипник, на левую сторону автомобиля. Если поворачивать на левую сторону, то нагрузка увеличивается на правой стороне подшипники автомобиля. Обычно при нагрузке подшипник той стороны, на которой неисправный, начинает очень сильно гудеть, создает такой звук, вой, гул и так далее. И это невозможно не услышать. Например, вы определили после первой проверки, что на автомобиле с левой стороны есть посторонний шум, когда мы создаем нагрузку. Теперь, в первую очередь, при помощи домкрата вывешиваем колесо переднее и при помощи рук проверяем шатку в подшипнике ступицы. Вот таким принципом. Шатаем колесо туда-сюда. Затем проворачиваем руками колесо и слушаем, есть ли закусывание в подшипнике. Дальше, если это ведущее колесо, тогда заводим автомобиль и при помощи передач раскручиваем колесо и слушаем, как вращается колесо, создает ли оно посторонние звуки, скрипы, вибрацию и так далее. После проверки подшипника переднего колеса вывешиваем при помощи домкрата таким же самым принципом заднее колесо. И проверяем при помощи рук шатку в подшипнике. Вот таким принципом. Дальше берем одной рукой за спружину или амортизатор. Если спружины или амортизатора нету, за ходовую часть, которая ближайшая к ступице колеса. А второй рукой проворачиваем колесо. Если на колесе будет закусывание, дополнительная вибрация, мы рукой это почувствуем. Вот как-то так. После всех наших проверок мы определили, что на левом колесе подшипник неисправный. Дальше снимаем колесо, демонтируем тормозной суппорт и тормозной диск. И при помощи рук прокручиваем ступицу и слушаем, есть ли дополнительный шум, закусывание и так далее. Затем при помощи рук проверяем шатку на подшипнике. Как видите, на данной ступице есть и посторонний шум, и закусывание, а также и шатка. Вот как-то так. Но самое главное, что эти способы эффективны на 100%. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.